Меня зовут Светлана, и сегодня шаблевком мы с вами будем штанишки, трикотажные штанишки. Абсолютно простая, идеальная основа, которая подойдет на любую фигуру. Нам понадобится всего лишь там 3-4 мерки. Эти штанишки я смоделировала, сделала эту конструкцию для того, чтобы потом от нее можно было размоделировать для штанов запах. Она и сама по себе очень неплохая. Садится она хорошо, носится они изумительно, эти штанишки, садятся на любую фигуру, как я уже говорила. Там крупная вы девушка или стройная. И моделировать от этой трикотажной основы одно удовольствие. Нам понадобится, как всегда, обхват бедер, обхват щиколотки и длина нашего изделия от веревочки, завязанной на талии, до пола. Ну что, поехали? Девочки, немножко о мерках. Нам обязательно нужно всегда знать свой обхват бедер, высоту своего сидения и обхват щиколотки. К обхвату щиколотки мы прибавляем столько сантиметров, чтобы нам не было чересчур широко и чтобы не было чересчур узко, чтобы пролазила наша нога. Вот. А здесь мы вольны делать с чертежом все, что нам нужно. Проверочная мерка – это у нас обхват колена. В этом построении она поскольку играет роль, но все же, девочки, обязательно измерьте свой обхват колена и по линии колена, когда вы сделаете выкройку, измерьте для того, чтобы в колене не было узко. Но я думаю, что при таком чертеже это маловероятно. Отработайте линии. Линия талии. Не у всех она у нас абсолютно горизонтальна, как на чертеже. У крупных девочек, особенно у крупных девочек, чаще всего бывает линия талии по передней половинке. Вот по переду у нас немножко смещается. У меня на 2 сантиметра, у некоторых на 1,5. Но бывают такие крупные девушки, которые, вот посмотрите, вы одеваете свои любимые штанишки и смотрите, где у вас расположен пояс. Простейшая конструкция, справится с ней даже новичок. И, как всегда, наше построение мы начинаем не от края листа, а от середины. Как мы должны найти линию середины? 1/4 обхвата наших бедер. В моем случае обхват бедер 116 сантиметров, 1/4 29. И сразу я прибавляю 1/20 от обхвата бедер. 1/20 от обхвата бедер это 5,6. Я округляю до 5,5, 29 плюс 5,5 получается 34,5. И я откладываю от края листа 34,5 сантиметра. И это уровень, на котором я буду проводить линию бока. 34,5 сантиметра. Теперь проводим линии длины нашего изделия. В моем случае это 100 сантиметров. Вверху у нас проводим, это будет линия талии. И внизу, соответственно, линия низа. От верхней линии, от линии талии мы откладываем высоту сидения. В моем случае это 27 сантиметров. Ставим точку и проводим еще одну горизонтальную линию, параллельной линии талии. От линии талии откладываем по средней линии высоту бедра. В моем случае это 18 сантиметров. И проводим еще одну горизонтальную линию. Линия талии, линия бедра, линия я или линия сидения. От линии бедра до линии низа измеряем полученное число. Вот у меня 82. Делим его пополам, и это у нас будет условная линия колена. 41 сантиметр в моем случае. И проводим еще одну горизонтальную линию. То есть построение действительно очень-очень простое. И подписываем эти линии. Линия талии, линия бедра, линия сидения, линия колена, линия низа. Поехали дальше. По линии сидения откладываем 1/4 обхвата своих бедер. В моем случае это 29 сантиметров. И 29 сантиметров в одну сторону и в другую. Ближе ко мне это будет переднее полотнище брюк. Соответственно, с другой стороны заднее полотнище.
И проводим перпендикуляра к линии талии. Работаем с задней половинкой брюк. От линии, которую мы провели, от линии сидения до линии талии, поднимаемся на баланс. В моем случае это 3 сантиметра. Что это за 3 сантиметра? Это обхват моих бедер, деленное на 40. То есть очень простая формула. Обхват бедер, деленное на 40. У меня получается 2,8 где-то. Я поднимаюсь, округляю до 3 сантиметров. И нам нужен вот этот угол. Теперь рассчитываем линию банта по передней половинке. Как мы это делаем? Обхват наших бедер, деленное на 20. Обхват моих бедер 116, деленное на 20, получается 5,6. Я округляю до 5,5. Это трикотаж, и мы можем себе позволить, для того, чтобы у нас не было ненужной слабины, на трикотаже округляем немножко в меньшую сторону. Соответственно, по задней половинке у меня получается обхват бедер, деленное на 10. Обхват бедер 116, деленное на 10, это получается 11,6. Я округляюсь до 11. И у нас получается по задней половинке 11, по передней половинке, по линии банта 5,5. Ставим точки, чтобы их было хорошо видно. Теперь работаем с линией талии. По линии талии я знаю, что у меня заниженная впереди линия талии на 2 сантиметра. Я ставлю вот точку 2 сантиметра, опускаюсь от горизонтали линии талии. Каждый должен изучить свою фигуру, и я думаю, что в этом ничего такого страшного нет. Все мы разные, но 1,5-2 сантиметра, я думаю, что это нормально. По линии талии, вот по боковой линии, я сразу отступаю 1 сантиметр от боковой линии вправо и влево по задней и передней половинке. Это на так называемую боковую выточку или приталивание. От средней линии я вглубь чертежа приталиваю на 2 сантиметра. На 2 сантиметра вглубь чертежа и вниз. И теперь вот это будет моя точка среднего шва, от которой я иду к линии бедра. Теперь то же самое мы делаем. Вот наш баланс по задней половинке и соединяем от линии бедра, соединяем по линии сидения, вот, до конечной точки, по передней половинке. И то же самое мы делаем по задней половинке. Биссектриса угла 3 сантиметра. И соединяем. Вот так. Оформляем линию талии. По линии талии я от боковой нашей линии откладываю по 1 сантиметру. Это на приталивание. И от точки 3 к этой линии, выгнутой линией, соединяю вот такой вот прогиб. По передней половинке, вот теперь от этой точки, соединяем вогнутой линией. Находим линию заутюжки. Для этого мы измеряем переднюю половинку отдельно, отдельно заднюю половинку и ровно делим пополам. И проводим линии до линии низа. Это является долевая и линия заутюжки. Теперь работаем с низом. Здесь вообще все просто. Вот я намерила, у меня 36 сантиметров объем штанишек по низу. 36 я делю пополам. Получается 18. 18 делю еще раз пополам. Получается 9. И вот по линии заутюжки я вправо и влево откладываю по 9 сантиметров, как по передней половинке, точно так же и по задней половинке. 9, 18. И теперь от внутренней
на чертеже это внутренняя линия, то есть это по линии бока соединяем от точки, от линии низа до линии бедра. Вот так. Просто прямой линией. Передняя половинка. И то же самое мы делаем по задней половинке. Теперь в районе колена мы измеряем получившееся значение. В моем случае вот 13 сантиметров. И отзеркаливаем те же самые 13 сантиметров на другую сторону. Измеряем по задней половинке. Получается 14,5. Значит, те же самые 14,5 сантиметров мы откладываем по линии шага. И соединяем сначала прямой линией от линии низа, вот от точки, до линии колена. И от линии колена до бантовой складки. Или до линии банта. От линии колена до линии низа. И от линии колена до линии сидения. И теперь по линии шага мы должны немножко лекально сделать вогнутую красивую линию. Как по передней половинке, так и по задней. Чуть ниже, вот, чтобы у нас чуть ниже линии колена. Сейчас возьму зеленый маркер для того, чтобы вам было лучше видно. Вот такую плавную вогнутую линию, которая уходит на 1 сантиметр вглубь чертежа. По передней половинке и по задней половинке. Вот так. И нам осталось только красиво соединить наше приталивание по боковой линии. Вот такое простое, но очень удачное построение. Девочки, я шью эти штанишки на поясе. Обязательно пояс у нас пришивной. Ширина пояса зависит от ширины резинки, которую вы вставляете. У меня пояс в готовом виде 8 сантиметров, то есть мне нужно 10 сантиметров для пояса еще дополнительно. Корректируйте свои линии. Если у вас, допустим, бедра такие вот пышные, с ушками, возможно, вам здесь нужно немножко больше оставить. Я знаю, что у меня, я хоть и девушка крупная, но у меня бедра вот прямые такие. Поэтому для себя я еще обязательно вывожу вот так. Более спрямляю. Отрабатываем этот чертеж, делаем себе макет. И следующий мастер-класс я буду делать по этой выкройке моделирование штанишек с запахом. Стройте, и у вас все получится. Вы видите, получаются эти штанишки легко и просто. Шить их буквально 1 час. Мы сшиваем передние половинки с задними и соединяем по среднему шву. Вставляете эластичная лента, где-то 8-10 сантиметров меньше должна быть, чем длина пояса. Сидят штанишки хорошо, но вы это уже и сами видите. Дерзайте, и у вас все получится.